you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим отличные беспроводные динамические наушники от компании Geekfly стоимостью $175. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с очень ярким оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников и указано название этой модели, а именно Amazing GF01. Ну а здесь сзади уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, а чувствительность составляет 106 дБ, и они получили сопротивление 17 Ом. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кейс для зарядки на 600 мА и с индикацией заряда. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. 3 карточки. Type-C кабель для зарядки. Ну и 3 набора разных силиконовых амбушюр. Эти наушники довольно крупные, выполнены из смолы и имеют очень приятный внешний вид лицевой панели с использованием стабилизированного дерева, что смотрится очень круто. А также они получили поддержку Bluetooth 5.4, работают с кодеками aptX, AAC и SBC, и конечно у них есть довольно неплохой микрофон, который в целом хорошо подойдет для повседневных задач. И воспроизводить музыку эти наушники могут на одном заряде до 8 часов, либо уже до 27 часов, но уже при использовании кейса. Ну а здесь у них уже располагается первое отверстие для компенсации, а рядом указано название этой модели и присутствует маркировка канала. А на внутренней части уже находятся контакты для зарядки и располагается еще одно отверстие для компенсации рядом с этим звуководом, который имеет как длину 5 мм, так и диаметр 5 мм, и получил выделенный бортик уже для более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой. Но управление наушниками осуществляется касанием, и коснувшись один раз правый либо левый наушник, можно воспроизвести, либо поставить музыку на паузу, а коснувшись 2 раза левый наушник, можно будет включить предыдущий трек, либо коснувшись 2 раза правый наушник, следующий трек. Ну а громкость здесь регулируется удержанием на 3 секунды, и для того, чтобы ее понизить, нужно будет удержать палец на левом наушнике, а для того, чтобы ее увеличить, то нужно будет удержать, конечно же, на правом. Ну а также коснувшись 3 раза левый наушник, можно будет вызвать голосового ассистента, если вы им, конечно, пользуетесь. Лично я нет. Но если вам кто-то решит все же позвонить во время прослушивания вашей любимой музыки, то вы также можете ответить на этот звонок, коснувшись 1 раз левый наушник, либо можно будет отклонить вызов, коснувшись правый наушник уже 3 раза. А повесить трубку во время разговора вы можете, коснувшись левый наушник и удержав его на 2 секунды. Ну а также, поскольку это Bluetooth наушники, то не обошлось и без приложения для их настройки, которое доступно на данный момент только для Android девайсов. И ссылку на это приложение вы найдете в описании к этому обзору. И после уже установив его к себе на смартфон, вы здесь получаете возможность применения как различных готовых пресетов эквализации для этих наушников, которые действительно меняют их звучание, либо вы сами сможете создать свой кастомный пресет для небольшой коррекции частотной характеристики этих наушников. Но скажу вам так, друзья, как и в случае с Geekfly Vitas, я считаю, что эти наушники совершенно не нуждаются в эквалайзере, и вы можете прослушивать их сразу как есть, прямо из коробки. И по большей части, наверное, вам понадобится это приложение только для того, чтобы настроить касание как у левого, так и у правого наушника. Но сидят в ушах эти наушники просто превосходно, прям на уровне хороших, привычных мне внутриканальных наушников, так как по сути основная разница здесь заключается только в том, что у них нету никаких проводов, поэтому при их использовании вы получаете такое необычное ощущение, будто у вас сейчас в ушах нету никаких наушников и вы ничем не ограничены, и пользоваться ими реально мне очень было комфортно, поскольку анатомически они выполнены правильно и звукоизоляция у них прям отличная, и посадка ну просто замечательная. Но вот так выглядит график частотной характеристики беспроводных наушников Geekfly GF01, и сразу вам скажу, что
что это довольно басовитые по подаче наушники, так как они имеют усиление низких частот на 12 дБ с очень плавным заходом в область нижней середины и небольшим ее уплотнением для придания ей большего тепла и телесности. Ну а далее мы видим, что акцент в области верхней середины здесь приходится на уровне моего таргета, поэтому звучат эти наушники для меня абсолютно неутомительно и с умеренным подчеркиванием вокальных партий. Да и высокие частоты, как для беспроводных наушников, так еще и лишь с одним динамическим драйвером тут безусловно хороши, поскольку они достаточно продолжительные и лишь плавно затухают уже после 13 кГц, что является отличным результатом. Ну а теперь давайте обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в наушниках G-Fly GF01 это про настоящую телесную мощь, контроль и текстуру, и с первого подключения здесь сразу чувствуешь, насколько бас у них глубокий, выразительный и физически ощутимый, поскольку, друзья, я вам точно могу сказать, это басхедные наушники, поэтому здесь все не просто звучит, а буквально вас обволакивает изнутри и создает такое масштабное ощущение пространства и веса, и придает музыке необходимую плотность и драйв, и при этом важно отметить, что бас в своей подаче всегда остается аккуратным, не сливается с другими частотами и не давит уже на вокал или инструменты, для сохранения большей ясности в подаче. А вот мидбас у GF01 тоже впечатляет, он плотный, текстурный и очень панчевый, благодаря чему каждая басовая партия или удар кика ощущается уже с энергией и характером, и при этом вам легко слышны все нюансы, будь то там вибрация струн, ритм барабанов или какие-то мелкие фоновые детали басовых партий уже, например, в электронике. И мне особенно понравилось, как на выходе этот мидбас как будто бы связывает низ с серединой, создавая такое ощущение как бы более музыкальной связки, ритма и веса композиции, но при этом звук всегда остается на выходе очень прозрачным и чистым, как и должно быть уже у серьезных наушников. Но все же самое классное здесь это именно текстура баса, и здесь вы реально будто ощущаете каждую ноту отдельно, с массой и плотностью, и ты словно чувствуешь, как она двигается и как уже отзывается в музыке. И даже самые низкие и глубокие партии имеют свою форму и тело, не сливаются с друг другом и сохраняют контроль и ясность. И в итоге низкие частоты в этих наушниках создают максимально полное погружение. Бас дает глубину и физику, мидбас плотность и ритм, а его текстурность делает каждую партию ощутимой и словно живой. И такой бас задает характер всему звучанию, делает музыку эмоциональной, телесной и настоящей, и при этом оставляет пространство для всех остальных частот. Ну а средние частоты в этих наушниках это уже про тепло, плотность и естественность подачи. Вокал здесь звучит очень живо, он как будто бы наполнен телом, дыханием и эмоциями, но при этом остается ясным и отделенным от баса и инструментов. И каждое легкое движение голоса, каждая интонация ощущаются будто бы целиком. И создается вообще такое впечатление, что исполнитель сейчас находится прямо перед тобой. Да и инструменты в среднем диапазоне тоже раскрыты отлично. Гитары, синтезаторы, фортепиано звучат прям объемно, с деталями и плотной телесностью, поскольку в нижней середине у этих наушников, как я сказал ранее, есть небольшое уплотнение. Поэтому средние частоты воспринимаются как очень такие теплые, насыщенные, но при этом прозрачные и воздушные. Да так, что вам легко различить все нюансы буквально каждого инструмента. И даже слышно, как они взаимодействуют уже и располагаются в пространстве. Но все же особенно здесь впечатляет это именно объем и глубина, поскольку середина по восприятию тут точно не плоская, а словно настоящая, с характерным ощущением пространства и планов. Вокалы инструменты располагаются четко на разных уровнях, и при этом все воспринимается очень естественно, без более натянутой, так скажем, аналитики. И ты слушаешь трек, и тебе буквально кажется, что каждый звук выстроен в пространстве. Все подается детально, насыщенно и очень эмоционально. В общем, друзья, как я люблю. И в итоге средние частоты в этих наушниках делают музыку очень живой и выразительной. Вокал прям очень эмоциональный, подробный на различные нюансы, а инструменты детальные и объемные. Ну а сам диапазон воспринимается как очень такой прозрачный, теплый и естественный одновременно. И здесь нету ни сухости, ни излишней какой-то утомительной яркости. Середина всегда звучит музыкально и по-настоящему душевно, придавая всему звучанию цельность и большее ощущение присутствия. А вот высокие частоты в Geekfly GF01 это именно то, что добавляет всему звучанию воздуха, открытости и ощущения пространства. Здесь нету ни искусственной яркости, ни утомительной какой-то резкости. Вверх подан очень здесь деликатно, аккуратно, но при этом детально
нормально и с хорошей протяженностью. И сразу чувствуешь, как тарелки звучат естественно, с легкой металлической искрой, но без сибилянтов. И даже слышно, как каждый обертон аккуратно выстраивается уже в воздухе и как бы плавно растворяется. Но что меня больше всего удивило, так это нетипично быстрая атака, как для динамических наушников. И честно говорю, друзья, для ТВС это реально супер результат, поскольку атака быстрая и чистая, и создается такой правильный баланс между точностью и техникой, с небольшой мягкостью. И именно за счет этого звук в этих наушниках всегда остается комфортным даже при длительном прослушивании на довольно большой громкости, так как ничего здесь на вас не давит, не утомляет, и при этом вы легко можете насладиться уже более тяжелыми и быстрыми жанрами, поскольку наушники отрабатывают все очень хлестко и технично, и такие высокие будто аккуратно подсвечивают общую картину, добавляют необходимой легкости, расширяя сцену и делают подачу более дышащей уже изнутри. И мне также понравилось, что детальность здесь по восприятию не сухая и не сверханалитичная, а именно естественная, музыкальная, с красивыми переливами и плавными уже переходами. И ты просто слушаешь и чувствуешь, как верх словно соединяет все диапазоны воедино, подчеркивая тембры инструментов и добавляет ту самую атмосферу присутствия, когда звук становится уже по-настоящему живым. И в итоге высокие частоты в этих наушниках — это отличный пример того, как можно совместить отличную ясность, утонченность и комфорт. Они дают пространству дыхания, звучанию прозрачность, а музыке ту легкую эмоциональную искру, которая делает прослушивание по-настоящему увлекательным. Но звуковая сцена в этих наушниках — это, пожалуй, то, что окончательно заставляет вас забыть, что перед вами сейчас ТВС наушники, поскольку она действительно объемная, глубокая и удивительно трехмерная для своего форм-фактора. И здесь сразу чувствуешь пространство не искусственно раздутое, а именно естественное, с правильным распределением планов и расстояний. Вокал располагается четко в центре, чуть впереди, а вокруг него будто оживает уже все остальное музыкальное полотно, где инструменты формируют окружение, создавая более реальное ощущение ширины и глубины. И пространство здесь не просто было расширено в стороны, а оно будто бы имеет реальную форму, и ты ощущаешь, как звуки уже уходят вглубь, и даже как они взаимодействуют между собой, создавая такую более цельную акустическую картину. Но отдельно еще здесь стоит отметить также позиционирование, которое точное и ясное, и даже в сложных аранжировках вам легко понять, где находится каждый инструмент, будь то там гитара чуть левее, легкая доп-перкуссия справа или вокальные реверберации уже где-то позади. И все это воспринимается в этих наушниках очень естественно, без ощущения какого-то там хаоса или излишней плотности. И в итоге звуковая сцена в этих наушниках — это про настоящую глубину, структуру и живое пространство. Она делает прослушивание естественным, музыкальным и по-настоящему вовлекающим, когда все звучит цельно, масштабно и с тем самым ощущением, будто звук просто живет вокруг тебя. Ну а вывод у меня получился таков: Geekfly GF01 — это без всяких сомнений одни из самых удачных ТВС наушников в своем классе, что я тестировал, поскольку они выдают мощное, текстурное и очень контролируемое звучание с глубоким басом, теплой эмоциональной серединой и чистыми детальными верхами, при этом сохраняя отличную звуковую сцену и чувство пространства. И я действительно смело могу рекомендовать вам эти наушники к покупке, поскольку за эту стоимость, я думаю, вряд ли найдется что-то лучше. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.